Доехали до Осаки, здесь идет проливной дождь. Я надеюсь, что в ближайшие дни дождя не будет. Мы сможем как следует погулять. У нас по плану съездить в Киото, и мы обязательно еще съездим в Нару. И немного погуляем, конечно же, по Осаке тоже. Благо, на следующий день дождь закончился, и все дни нас радовала сухая и солнечная погода. Мы же первым делом отправились осматривать Осаку. Съездим в два очень таких оживленных района популярных и покажем их вам. Вообще, Осака у меня создалось впечатление, что намного интереснее, чем Токио, и вот в этом городе Осака больше сохранено именно вот та Япония сохранена, которую мы себе, наверное, представляем. Ну, я, по крайней мере, себе представляла. А Токио более такой уже туристический, как будто бы слегка потерян дух Японии. А вот в Осаке как раз-таки, по крайней мере, глядя на фотографии, которые я смотрю с Google карт, мне прямо очень интересно. Поэтому сейчас отправляемся гулять и исследовать Осаку. Мы доехали до станции, который нам необходим райончик Шинсикай Нью Ворлд. Я, если честно, не знаю, как произносить все эти названия правильно, поэтому прошу прощения, если кого-то очень сильно это задевает. Идем сейчас на какую-то такую оживленную улицу и будем смотреть. На самом деле не знаю, что там будет такое. Кстати, что удивительно, смотрите, здесь есть бомжи. Офигеть, здесь есть бездомные. Я думала, где в Японии я такого не увижу. Причем их тут прям много. Мы идем по подземному переходу, и их тут прям очень много. Вот домов вот таких. Офигеть. И там вот челик сидит. Удивительно. Я думала, такого в Японии не будет. Синсикай в переводе с японского означает «новый мир». Это исторический район в Осаке. Район основали в 1912 году, чтобы создать здесь развлекательный центр. Южная часть района была спроектирована по образцу Нью-Йорка, а северная – по образцу Парижа. Центральной достопримечательностью района стала башня высотой 103 метра, построенная в 1956 году. Офигенное местечко, необычная ретро-атмосфера, уличная еда, винтажные лавки и современные магазины. Идеальное количество людей. Людей много, от этого оживленно и весело, но не слишком, нет ощущения толпы и перенаселенности. Можно спокойно ходить по улицам, пробовать уличную еду и разглядывать вывески, которые выглядят как настоящее произведение искусства. Идем сейчас по улице, здесь типа уличной еды, рынка должно быть, но многие магазинчики сейчас закрыты. Не знаю, с чем это связано. Смотрите, какой-то Pringles Store. Ну, надо зайти, да, посмотреть, что такое Pringles Store. Будет интересно глянуть. Ну, здесь всякие штуки, которые я никогда в своей жизни не видела. Смотрите, какие коробочки с Осакой. Вот эта башня Осаки, где мы только что были. Я даже не знаю, это чипсы или что это такое. О, смотрите, Pringles Хоккайдо. Какой-то тоже интересный вкус. С сосисками вон есть Принглсы. И вот такие упаковки. Я вот такого тоже ни разу не видела. Мини-чипс. Слушайте, ну мы, возможно, сейчас что-то купим, да, Кирилл? Ну попробовать. На самом деле, это все остальное это брендовые товары Pringles. Да, ну давай глянем. Везде натыканы эти автоматы с игрушками, где ты денежку кидаешь, прокручиваешь, и тебе там из набора, из какого-то выпадает игрушка. И мы все ходим и ищем, чтобы было что-то знакомое. Я там кайфовала от Sailor Moon, плюс у нас еще был Кинг. И вот мы что-то вот такое знакомое смотрим, а все какое-то незнакомое. Блин, даже я помню, «Тетрадь смерти» была аниме такое, я его смотрела. И даже его нету здесь. Какие-то Наруто максимум, покемоны, а остальные вообще незнакомые мне персонажи, которых вообще не знаю. И таким образом мы так и не нашли ни Sailor Moon, ни шамана Кинга. А сейчас мы приехали на станцию Намба, ну и вообще это район Намба, такой оживленный тоже район, с прикольными всякими вывесками, рекламными щитами и прочими. Ой, нифига, там какой-то азиат идет в футболке, тут так холодно, просто капец, вон смотрите, жесть, очень холодно.
Особенно в теньке, особенно если ветерок подует. Я вот сейчас шапку надену. Намба – оживленный торговый район Осаки. Здесь куча магазинов, ресторанов и развлекательных заведений. Самое знаменитое место этого района – улица Датанбари. Здесь уже было очень много людей и напомнило токийские Синдзюку и Сибую. Будучи в Осаке, просто невозможно не съездить в Киото, и сегодня мы отправились именно туда. Чтобы доехать до Киото из Осаки, на самом деле очень просто и очень дешево. Мы заплатили за электричку, ну вот за метро, 460 йен вроде бы, да? 410 йен у нас вышло за одного человека. Доехали мы минут за 30, и, собственно, все, мы в Киото, или как он еще по-японски пишется, Кёто, да? Как-то так. Вот, в общем, имейте в виду. Вообще, я думала, что все это Киото будет в таких маленьких деревянных домишках, а мы сейчас идем по такому большому проспекту, где стоят довольно высокие здания, то ли это какие-то офисные здания, то ли это какие-то дома жилые, многоквартирные, ну, в общем-то, прям очень-очень просторно. Посмотрите, какой проспект. И какая красота! Все в этих деревьях, осень. Короче, это просто ужасно красиво, потрясающе. Дошли мы до рынка. Я читала про этот рынок, что на этот рынок можно приходить даже в кимоно. А чтобы вы понимали, кимоно нужно сдавать, чтобы у него даже не было никакого запаха на этом кимоно. И здесь ничем не пахнет, и здесь очень-очень тихо. Если прийти в какой-нибудь другой рынок, то будет шум, гам, а здесь для такого очень оживленного места очень-очень тихо. Если получится, то мы сейчас чего-нибудь перекусим и попробуем. Там милые японки стояли и кричали «Конничева! Конничева! Венка! Конничева!» Это не с картошкой. Мы взяли такаяки, и Кирилл взял себе саке. Как тебе такаяки? Горячо, сладко, ну нормально. Ну на самом деле любая жареная штука практически одинакова на вкус. Ну как слабая водка. Слабая? Водка сложнее пьется. Нормально, кстати. Просто если был бы сильный такой алкоголь, я бы жестко икал. А тут нормально. Ты не будешь пробовать? Нет. Ну, я так понимаю, это просто тесто внутри лотос. Блин, ну и херня. Это как будто бы крабовая палочка с лотосом. Это как будто бы рыбная хрень. Я думала, это тесто, а это рыба. Это вообще невкусно. Ну, в общем, все.
что-то на этом рынке такие высокие цены, раза в 2 выше, чем можно поесть просто в какой-нибудь кафешке в городе. Допустим, одна шпажка, вот сате куриная, стоит сколько? 500 йен, да? А там, ну, вообще немного мяса, и это прям очень высокая цена. Такое комбо, вот эти вот, как эти коробочки-то с едой называются, я забыла. Бенто, что-то такое. Ну, знаете, такие коробочки, бенто, да. Одна такая коробочка с тонюсеньким салмоном, больше 1000 йен. Не очень мне это понравилось. Сама атмосфера классная, я очень люблю такие рыночки, но все прям дороже. Даже хурма мы брали в Осаке, относительно в центре, тоже в таком типа рыночке. Там мы брали по 120 йен хурму, одну штучку. Здесь они по 300. Мы отправились в исторический район, чтобы почувствовать атмосферу старого Киото и поглазеть на традиционные деревянные домики. Начали со старинного квартала Гион. Гион – это район гейш. Здесь, в старинных чайных домиках, проходят вечерние представления с традиционными японскими танцами и музыкой, а на улицах прогуливаются в традиционных кимоно сами гейши со своими ученицами. В самом центре района расположен храм Ясака. Мы туда не пошли, а отправились бродить по улочкам в сторону другого храма – Кийомидзу-дера. Улочки в этом месте и правда сногсшибательные. Я как будто попала одновременно в несколько фильмов. Но по мере приближения к самому популярному храму людей становилось все больше и больше, и атмосфера стала напоминать токийскую толкучку. Это просто капец. Тут столько народу, это нереально. Ужасно много народу. Еле протискиваемся сквозь людей, прям поток. Поднялись к этому храму симпатичному, преодолели толпы людей. В общем, особо здесь гулять уже не стали. Опять-таки, ну, храм и храм, но галочку для себя поставили, что мы здесь были. Сейчас так красиво, это просто невероятно. Зажглись вот эти фонарики японские такие, они на фоне вот этих деревянных улочек смотрятся восхитительно. А еще сейчас предзакатный час, и все такое золотое. Соотношение того, что сегодня довольно солнечная была погода и ясное небо, и вот эти все листья, и все в этом предзакатном солнце. Красота невероятная. Омрачает только все то, что здесь так много людей. Просто невероятно много людей. Просто ужас, ужас. В Японии очень рано темнеет, следовательно и холодает. Поэтому сразу после заката мы отправились обратно в Осаку, чтобы на следующий день съездить в Нару. Мы приехали в уникальный, потрясающий парк Нару с оленями. Это просто, я не могу, они такие милаши. Они прям ручные, причем это дикие олени, которые стали просто ручные, потому что они здесь прикормленные. Парк Нара, наверное, самый известный парк Японии. Расположен в городе Нара, который когда-то был столицей Японии. По большей части парк известен дикими оленями, которые свободно гуляют по территории, и их здесь живет около 1200. Местные олени считаются священными животными и защищаются законом. Согласно одному из преданий, в 1767 году бог грома и меча спустился с небес на белом олене, чтобы защитить Нару. С тех пор потомки этого оленя и считаются божественными посланниками. Олени свободно гуляют по парку, к ним можно легко подойти, погладить и покормить специальными печеньками, которые продаются в парке. Но будьте осторожны, олени иногда настойчивые, особенно если увидят еду.
Ужасно умилительно это то, как олени кланяются, когда к ним подходят с едой. Мне показалось, что олени переняли это у самих японцев. Наверное, начали ассоциировать поклон с тем, что люди дают им еду, так что кивок может быть своего рода проявлением вежливости с их стороны. Будем считать это частью культурного обмена, где олени перенимают поведение людей, с которыми так часто контактируют. Олени невероятно милые. Парк Нара точно лучшее, что я видела за эту поездку в Японию. В это путешествие мы отправились не одни. У нас есть настоящие японцы, которые пригласили нас к себе в гости. Это Виктория. Виктория, расскажите о себе, чем вы занимаетесь? Мы здесь очень давно, с 2007 года. На самом деле я большей частью занимаюсь помощью сейчас людям, которые в кризисных ситуациях не только в Японии, но и по всему миру. И я очень рада, что мы встретились. Да, мы общались в онлайн, и вот сейчас мы Да. познакомились лично. С год назад мы, наверное, пересеклись. Да, мы где-то год назад познакомились, общались онлайн, и вот мы увиделись в Японии. Вы представляете? Виктория, дипломированный психолог, психотерапевт, Да. помогает людям в кризисной ситуации, помогает иммигрантам, помогает адаптироваться в новой стране, помогает справляться со стрессом. Автор курса Виктория, да? Год интеграции, да. Ссылку описания на этот курс я оставлю у себя в описании к этому видео. Обязательно заходите. Также есть сайт Виктории, где все подробно описано. У себя на канале в Телеграм я также написала несколько постов. Обязательно заходите на канал ко мне и на канал к Виктории. Все ссылки в описании. И скоро ждите интервью, которое мы проведем Да, вместе да, с да, да. Кристиной о том, как это на самом деле было. Да, будет еще и интервью. Вот таким дружным составом мы погуляли по парку Нара. Парк прекрасен не только оленями, но и потрясающими красками. Мы приезжали в сезон красных кленов, но в самом его начале, поэтому не застали буйство красного цвета, зато увидели палитру зеленый, желтый, красный, красота. Природа в Японии – вот что главная достопримечательность. И вообще красавчик такой. Скажи, я тут поесть хотел. А тут разводняк сплошной. Парк Нара – дом для нескольких исторических и культурных памятников. Мы посетили храм Тодай-Дзи, который охраняется как объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм основали в 752 году, и в свое время он стал центром буддизма в стране. Внутри зала, как и положено, находится гигантская бронзовая статуя Будды. В этом же зале стоит столб с отверстием в основании, которое символизирует ноздрю Будды. Считается, что тем, кто сможет протиснуться через это отверстие, в следующей жизни будет даровано просветление. Поэтому к нему выстроилась очередь из туристов и местных школьников, которые пробуют пролезть через отверстие. Конечно. Смотрите-ка. Все, да? Ну да, что-то, наверное, упало. Так, смотрим, что там. А, это этот, на одежду, походу, дела. Прикольно. Ой, какой миленький. Ура! Мы пришли в место, где наливают бесплатно чай. Берем кружечку. Вот, Виктория, расскажите, куда нам? Вот сюда ставим. Да. И на этот чудок, да. Это уже чай. Да, это уже чай. Это какой-то зеленый, да, Да, чай? это зеленый чай. И потом мы сами будем мыть кружки. О, ничего себе. Кампай. Кампай.
приехали пробовать суши в сетевую сушечную. Называется она Кура. Она интересна тем, что здесь можно поиграть в Корею и выиграть или не выиграть себе игрушки. Вот сейчас Как мы это узнаем. выглядит, мы попробуем. Сейчас нужно будет вот сюда кинуть 5 тарелочек. Кристина, кидай. Все, я начинаю, да? Да. И пошла игра. Так, рыбеха пошла. Так, ага. Аниме. Рыбка пропала. Ой-ой-ой-ой. Не выиграли Ну мы вот. ничего. От Зуры написано, значит, будем есть еще следующие 5 тарелочек. Нас развели только что на 5 тарелок. Суси поели, а вот игрушку так никакую и не выиграли. Вместо этого решили прокатиться и еще немного погулять на природе. В 30 минутах от Осаки среди живописного парка находится классный водопад Мина. Дорога к водопаду проходит через Мина-парк, который особенно хорош как раз осенью, когда кленовые листья окрашиваются в яркие красные и оранжевые цвета. Потрясающее буйство цвета и прекрасный свежий воздух. Погуляли в парке, полюбовались водопадом и поболтали с нашими друзьями. Таким получился наш последний день в Японии, после чего мы отправились колесить по миру дальше. Куда поехали, уже рассказываю у себя на канале в Телеграм, а совсем скоро будут новые выпуски на YouTube. Обязательно подписывайтесь в Телегу и на YouTube, будем оставаться на связи. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!